Дочь Цирила вернулась, и она в опасности. За ней гонится дикая охота. Ведьмак 3. Дикая охота — это, наверное, самая ожидаемая РПГ за последние годы. Миллион обещаний, миллион переносов, ну, в общем, все как всегда. Впервые игру показали аж 2 года назад, при том, что анонсирована она была, понятно, еще раньше. И, в общем, с каждым месяцем вопросов к Витчеру становилось все больше. Было понятно, что CD Projekt замахнулись на абсолютно новую для себя высоту, на игру с открытым миром, на РПГ в открытом мире. И прямо скажем, далеко не всем разработчикам удается создать в этом направлении выдающиеся игры. И, в общем-то, сомнения в том, что у поляков, которые оба предыдущих Витчера сначала выпускали, а потом целый год доделывали, скажем так, сомнения были. Слегка они развеялись где-то месяц назад, когда я впервые попробовал поиграть в Ведьмака 3, а сейчас, проведя с игрой уже более 12 часов, могу сказать, что они, в общем-то, полностью безосновательны. Все удалось, победа, восторг. Witcher 3 действительно потрясающая игра. Я думаю, именно такая, какой ее ждут многие поклонники предыдущих 2 игр. И, в общем, я теперь абсолютно спокоен. Это действительно выдающийся проект с очень красивым, залипным, открытым миром, в который с первых секунд погружаешься и, в общем-то, с трудом из него выныриваешь. Мы играли 2 дня, и вот когда у меня по окончанию первого дня отобрали джойстик и сказали: эй, пошли, типа, пить пора, я как-то вот совершенно не хотел туда, а я хотел еще остаться в прекрасном мире дикой охоты. Вообще, сам факт того, что я вот проходил игру сначала 2-й раз уже, да, с разницей в месяц, и мне это было так же приятно, как в 1-й раз, ну, вот он лично для меня уже говорит о многом, потому что я очень не люблю проходить игры заново, уж тем более РПГ, я из-за этого ни одну игру забросил, а тут прямо как по маслу, вот только включаешь, и все, вот буквально через минуту ты там наслаждаешься прекрасными закатами, восходами и вообще чудесной, уютной атмосферой. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет, потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А он знал, что живых они тоже едят? Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Практически сходу Ведьмак 3 воспринимается вот несколько иначе, чем предыдущие игры. У него совершенно другой, что ли, темп. Он никуда не торопится. Если, да, там вспомнить, как начинался Witcher 2, где CD Projekt пытались всячески заманить игроков, которые вообще в первый раз видят игру, устраивали настоящий Голливуд. Там за первые полчаса происходила эпическая битва за замок, летали драконы, случались тут же неожиданные повороты сюжета, убивали королей, проходила там грандиозная битва, то в Ведьмаке 3 ничего подобного нет. Идет небольшое вступление со сном Геральта, которое перемешивается с прошлым, после чего он просыпается возле костра, рядом сидит его друг Весемир. В общем, они начинают мило болтать, никуда не торопясь. Попутно мы выясняем, что Геральт получил письмо от своей возлюбленной Йеннифер, и все вместе они должны были встретиться в одной деревне, но Геральт с Весемиром застали там только пепелище и следы битвы. И после этого они пошли по следам Йеннифер, ну, с некоторым запозданием. Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать. Нам надо встретиться как можно скорее. Вербицы, увы, зимы.
Там нам больше делать нечего. И, в общем, это становится такой первой нашей задачей в Ведьмаке 3. И это, собственно, найти, куда же делась Йеннифер. Но при этом тебя никто никуда не торопит. Это абсолютно вообще спокойная, размеренная игра с чудесной, повторюсь, атмосферой, безумно красивыми видами. То есть вы начинаете игру, просто едете и смотрите на красивейший восход солнца. Потом там по дороге происходит какая-то сценка, торговцы атакуют Грифон, вы его там спасаете, едете в ближайшую деревушку. Есть некая сюжетная направляющая, ты понимаешь, куда тебе идти, но, в принципе, силком никто никуда не тащит. Ты можешь спокойно пойти, исследовать округу, полюбоваться видами этой деревни. Я вот, поскольку на этот раз никто никуда не торопил меня, спокойно по ней погулял, погрузился в атмосферу. Там очень так все с душой наполнено жизнью. То есть местные селянки стирают одежду, рассказывают друг другу байки про ведьмаков. Вокруг играет детвора, на речке там полно рыбаков, кто-то пашет в поле, кипит сельская жизнь. Было такое. Только мальчонку утопец сожрал, а ведьмак был ни при чем. И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не пришьешь. Говорят, положили тело его в склеп. В общем, деревня очень живая и сделано все по-взрослому. То есть у всех жителей есть расписание, они ложатся спать, утром встают, там, открывают свои лавки, начинают работать. Когда начинается дождь, они расходятся по домам, там торговцы собирают свой товар. То же самое относится и к монстрам. Они в разное время суток, при разной погоде себя по-разному ведут. Глобально по сюжету империя Нильфгард решила завоевать северные народы и победоносно захватила Темерию, что, естественно, является главной новостью на селе. Кто-то выступает на стороне империи, тут же вспоминает своих дальних родственников в Нильфгарде, меняет свое имя. Кто-то уходит в народное ополчение, уходит в леса сражаться с захватчиками, кто-то, наоборот, примыкает к ним. Детишки во дворе сочиняют глупые стишки про императора Нильфгарда Игмыра, чем вызывают злость своих родителей. Они ведь понимают, что за это могут и убить. Послушай меня внимательно. Никогда эту песенку не повторяй. Никому. И с Чешка больше не играй. Но ведь Чешка мой лучший друг. Чешка дурачок. А нас из-за него поубивают. Еще хоть раз тебя с ним увижу, ох, ты пожалеешь. Держательница трактира там снимает герб Тимерии со стен. Ну, в общем, все наполнено массой деталей. Только вглядывайся, изучай и прислушивайся. Я такое безумно люблю. Это мгновенно погружает в мир игры. И в данном случае это еще ненавязчиво сделано. И это, в общем, касается на самом деле всего. Потому что вот эта локация, несмотря на свои размеры огромные, является вступительной такой, обучающей. И, по сути, тебя постоянно посвящают в механику игры, которая с учетом там, да, открытого мира обросла различными деталями. Первым делом ты с Весемиром идешь там в местный трактир, чтобы пообщаться с местными и узнать, где же находится Йеннифер. Местные ведьмаков, оказывается, не любят, начинают вопить, и у тебя появляется такая вводная, да, в диалоговую систему. Если ты там в первый раз играешь в игру, выясняешь, что у ведьмака есть магия, знаки, и у нее есть способность Аксии, которая такая насквозь джедайская, убеждает окружающих в правоте Геральта. И тут же ты выясняешь, что в Ведьмаке не все так просто. За все свои действия нужно платить. Местные видят, что ты там одурманиваешь рассудок местного пацана и, в общем, собираются его защищать. Люди, ведьмак у Мики разум отнял. А у тебя язык от нему, если не заткнешься. Поговорив со всеми обитателями паба, ты выясняешь, что Йеннифер, она здесь была, ходила к нильфгардцам в крепость и куда-то смылась. И еще и что ее называют Вестницей войны, потому что за ней по пятам идет дикая охота. Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезет, так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии, мясника из Блавикена. Меня ты тоже знаешь по балладам мастера Лютика? Твое здоровье! Ты получил такое вступление, тебя неким азам научили, дальше играй как хочешь. То есть тебе, в принципе, понятно, что по сюжету нужно сходить в крепость, но эта крепость далеко, карта большая вокруг, можно много всего поделать, повыполнять квесты и побродить по округе. И это, наверное, самое главное, что получил Ведьмак
с открытым миром. То, что вот игра получила абсолютно другой темп, более спокойную атмосферу и чувство такое вот прям дорожного приключения, роуд-трипа, когда не по трубе там, да, сюжетной, пускай широкой какой-то несешься, а когда ты сам сочиняешь свое приключение. Ты выбираешь, куда ехать. Да, у тебя есть там основная сюжетная линия, но ты к ней добраться можешь просто через пень-колоду. То есть, как устроен открытый мир в Ведьмаке? Здесь нет особой симуляции. То есть, есть вот эти живые деревеньки, вручную проанимированные. То есть, там вот все создано, продумано. Есть такая массовочка, но она абсолютно руками сделанная. Это не симуляция, как в GTA. Между городами ходят торговцы, ездят там разные солдаты на лошадях, пешком ходят. На них иногда нападают волки и дикие собаки из леса. Можно там погонять гусей, коров, прочих животных. Но в целом это все равно такой минимальный набор симуляционных вещей в открытом мире, ну, чтобы сделать картинку живой. То есть здесь нет вот этой скайримовской игры в песочнице, как, собственно, и самой песочницы. Когда у тебя там по карте разбросано миллион одинаковых заданий, тоже нету, как ни странно. У CD Projekt здесь несколько такой особенный взгляд. Для них открытый мир — это лишь такой повод рассказать побольше разных историй. Причем делают это они абсолютно не схематично, несмотря на то, что на карте есть много знаков вопросов, таких, которые обозначают интересные места. И есть там ограниченный набор типов этих мест. Они все равно первым делом тебя подстегивают к исследованию, к приключению, и постоянно ход событий, но он обретает совершенно неожиданный поворот. Например, пришел ты к мосту, там утопцы разорвали каких-то людей, все валяются мертвые, ты обыскиваешь одного из них и выясняешь, что у них там есть ценные сведения, но теперь они уже покоятся в чемодане на дне реки. Нырнул на дно реки, там поднял документы, неожиданно получил квест. Если бы вот ты там не нырнул и не что-нибудь обшарил, ты не узнал бы эти сведения, квеста бы не было. Тут ты вот в открытом мире буквально взял и нашел квест. Не персонаж какой-то тебе дал, а ты вот зацепился за какую-то цепочку событий и начал ее исследовать. Потом там идешь куда надо, забредаешь в заброшенный дом, в этом доме все завалено, применяешь там знак арт, раскидываешь всю мебель внутри дома, оказывается, что там есть погреб заваленный, а в нем куча всякой всячины. Или ты там приперся на кладбище, там стоит такой камень, источающий энергию, но это уже было в Ведьмаке. Когда ты к нему прикасаешься, то получаешь очко опыта, да, ну и заряд для определенного знака. Но неожиданно выясняется, что это место охраняет злой призрак. Причем к тому моменту, когда я к нему пришел, он был для меня очень мощным. Такие враги отмечается специальным значком, которых тебе будет очень тяжело убить на твоем уровне. Но я все-таки решил с ним биться, а это мне, кстати, очень нравится в боевой системе Ведьмака, когда у тебя не критический разрыв с уровнем противника, а такой просто серьезный, ты, в принципе, можешь победить, даже при том, что враг тебя очень-очень больно бьет. Путем правильного применения, да, там, своих навыков и увертываясь удачно, ты, в принципе, можешь одержать победу. И вот ты мочишь этого высокоуровневого призрака, и он вдруг отступает. Просто исчезает. Ты спокойно там забираешь свое очко опыта, начинаешь смотреть по округе и видишь, что, оказывается, на этом дело не заканчивается. Вот там еще есть склеп, и его, опять же, ардом можно открыть, вышибить двери. И если ты туда спустишься, продолжится битва с этим мини-боссом, с этим призраком, после чего ты в этом склепе найдешь кучу всяких сокровищ и выясняешь, что там вот где-то в заброшенном замке есть чертежи уникального сета доспехов, что, мол, их там запрятали в заброшенной крепости. И вот ты, уже получив новую зацепку, прешься в эту заброшенную башню, кое-как на нее карабкаешься. Выясняется, что там тусят местные дезертиры, которые слиняли от Нильфгарда. Ну и после короткого сражения забираешь желаемое. Такое отношение даже не к сайд-квестам, а к квестам, которые ты находишь в открытом мире, оно просто подкупает, оно создает вот такое совершенно клевое чувство приключения, роуд-трипа. Очень это схоже чувство со Скайримом. Ну и вообще, несмотря на то, что игры очень разные, в принципе, вот эту лучшую часть Скайрима, уютный мир и желание его исследовать, они забрали. То есть здесь нет вот этой скайримовской песочницы, но вместе с ней нет вот этих ощущений, когда ты куда-то не туда забрел раньше квеста сюжетного, сделал что-то не то, убил там какого-то ключевого персонажа. В принципе, я до конца для себя не решил, вот если бы вот эти рандом-энкаунтеры, такие случайные
находки не были отмечены на карте, ну, наверное, атмосферы было бы больше. Ну, потому что немножко глуповато. Когда тебе там плюс-минус указывают, куда надо ехать, а с другой стороны, ну, можно понять команду, боялись, что ты вот пропустишь что-нибудь интересное при этом. Хотя, в принципе, опять же, если ты даже просто едешь по карте, то там зачастую расстояние между этими событиями и там кладами, сокровищами, логовыми чудовищ абсолютно небольшие. Ты вполне естественным образом можешь на них наткнуться, и более того, это достаточно часто происходит, когда ты просто даже по своим делам едешь и вот натыкаешься на лагерь каннибалов каких-нибудь. В принципе, типов вот таких мест, которые ты рандомно встречаешь на карте, совсем немного. Это может быть какой-нибудь клад, который охраняется древним призраком, там какое-нибудь подземелье, гнездо какого-нибудь логового существа, уже упомянутое место силы, где ты набираешься очков, место с трофеями, с контрабандой, брошенный лагерь, человек, попавший в беду, которого там нужно вызволить, и отдельным пунктом это заброшенные селения. Зачастую ты там приходишь, видишь какая-то деревня, по ней там гуляют монстры или грабители, всех убиваешь, расчленяешь, после чего деревня заново заселяется, и у тебя на карте как бы появляется дополнительный там пункт торговли или кузница дополнительная. Ну, то есть дело сделал такое доброе, и все вокруг обещают назвать там сыновей в твою честь. И, в общем, получил дополнительную точку на карте, где можно сделать свои дела. Мое почтение. Если у меня сын родится, назову Геральтом. В общем, ничего такого сверхособенного в механике Open World в Ведьмаке нету. То есть он здесь только для фона. Он только дополняет общую картину, создает вот это самое чувство, да, роуд-трипа, такого бесшовного приключения, дает разработчикам возможность рассказывать некоторые истории таким иным способом. А основное внимание там по-прежнему уделено сюжетной канве и сайд-квестам. В принципе, они через большую часть вот этих рандомов, через самые интересные, тебя в те места заносят таким естественным путем. Это вообще вот самое клевое чувство от открытого мира, то, что здесь совершенно неожиданно одно перетекает в другое. То есть в один момент ты вроде шел по сюжету, в лесок там свернул, куда-то нырнул, и понеслось. Ты уже там пошел по совершенно другим делам, наткнулся на сайд-квест, творится твое личное приключение. Это очень круто. Что здесь произошло? Да вот что-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спалили мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все. Сайды, как всегда, украшения Ведьмака. Нисколько они не сдали. У всех сайдов какая-нибудь есть интрига, свой твист, хороший сюжет. Прописанная там бэкстори. Находишь ты там вот бабку со сковородкой, про которую я когда-то говорил. Она там жалуется, что у нее одолжили сковородку и не возвращают. И в этом квесте вроде по геймплею тебе особенно ничего не нужно сделать. Только догадаться, что дом, в котором находится сковородка, можно открыть с помощью знаков Арда. А потом зайти внутрь, да, там и покопаться. Но ради вот этого небольшого квеста, где тебе просто нужно зайти в дом, взять сковородку, написано просто тонна диалогов. Ты там узнаешь целую интригу, что приезжал там какой-то незнакомец, что ему нужна была сковородка бабушки, потому что на этой сковородке есть сажа. Эту сажу он счистил, чтобы сделать тушь, чтобы написать письмо. После чего он убил всех, кто находился рядом. Что, почему, как. Это все интрига, и к чему это приведет, ты не знаешь. Прошу, твоя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от сажи. А в эту я бы смотреться могла, если б хотела. Только уж годы-то не те. Этому господину была нужна именно сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Едешь ты там по болотам, встретил горюющего торговца. Он там сказал, что на его конвой напали, телега сейчас в болоте вообще, и там ценный груз с ней пропал. Ты идешь там в это болото по колено в говне, находишь эту повозку, находишь ценный груз, но тут обращаешь внимание на то, что что-то в этой истории не так. Вокруг куча людей, там, истыканных стрелами, что вот этот чувак, он, который тебе дал задание, он явно что-то не договаривает. Идешь к нему, начинаешь его разоблачать, он оказывается лгуном, прыгает на лошадь, пытается от тебя удрать. И вот вроде у тебя квест был зайти в болото и найти вещь, а в результате он там вытекает в погоню через всю карту. Ну и, конечно же, с таким финалом, где ты должен решить, что делать с этим вот лжецом, обманщиком. Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку.
Ефрейтор Ян Гейрмер. 6-я Тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Часть сайд-квестов получается через доски объявлений традиционные, но вот они с первой части очень сильно эволюционировали. Если раньше были скучные задания, типа убей 50 утопцев, и туда же сваливали там основные сюжетные ветки, то сейчас у досок объявления более такой атмосферный шарм, потому что когда ты туда приходишь, там действительно доска объявлений, куча каких-то бытовых заявлений, типа Нильфгардская империя собирает сельсовет для того, чтобы объяснить, как пользоваться законами империи. Или там висит объявление о призыве сопротивляться Нильфгарду. Фермер там на всякий случай пишет, что может свой плуг одолжить, если кому нужно. Ну и среди всех объявлений попадаются намеки на какие-то интересные места, где что-то стоит поискать, прямые сайды, где кому-то что-то нужно помочь, кто-то просит там убить чудище возле колодца. Ну, в общем, доски объявлений — центр жизни, как малого села, так и района большого города. Лишь на полях Нильфгардской страны Эмгир император наделал штаны. Прикольно то, что все способности персонажа, они используются постоянно в геймплее, постоянно используются в открытом мире. То есть пример там с магией, с телекинезом, вот он самый наглядный, когда ты не сразу, но довольно быстро допираешь, что в каком-то месте можно ее применить и там открыть дверь. В другом месте ты соображаешь, что если вокруг куча там ядовитых испарений, что этой же силой их можно разогнать. Ведьмачье чутье, такое ассасинское зрение, применяется не только в миссиях расследования, где тебе там прямо говорят, вот, включи ведьмачье чувство и найди улики. Ты его постоянно применяешь по игре. Если бродишь в лесу, то там прислушиваешься к окружающим зверям, смотришь, кто вокруг тебя бегает, какие там волки откуда заходят. Ну, то есть все в игре очень-очень органично, перетекает друг в друга, это очень приятно. Кульминацией квестового действия становится охота на особо опасную крупную бестию. В данном случае это грифон, который терроризирует округу. И, в общем, здесь, в принципе, все в духе предыдущих игр. Охоте на такую крупную тварь предшествуют очень большие приготовления. Прям несколько квестов к этому ведут. И более того, когда ты уже отправляешься на финальные подготовительные квесты, вот Ведьмак, он тебя вновь удивляет. Это, наверное, самое вообще прикольное чувство, которое я получил от этой игры. То, что ты действительно никогда не знаешь, что тебя ждет. Ты предполагаешь одно, а получается другое. Например, вот надо тебе для того, чтобы поймать грифона, нужно соорудить наживку. Для этого тебе нужно собрать там травку крушину, которая сильно воняет и привлекает внимание грифона, а также побольше о нем разузнать, там, какого он пола вообще, что произошло, почему он нападает на людей, и у тебя есть две зацепки. То есть, чтобы узнать, где растет трава, нужно сходить к местной травнице. Когда ты добегаешь до ее дома, ну, думаешь, сейчас поговоришь, все она тебе даст или направит куда-то, а в результате выясняется, что там такой подсюжет, внутри у нее дома есть жертва грифона, она умирает, и вот здравница просит тебя приготовить какое-нибудь свое зелье. Ну, ты такой говоришь, что ласточка-то, может, и помогла бы, но она только для ведьмаков. Обычный человек будет орать и, скорее всего, умрет от столь сильного поушена. Она говорит, ну, блин, давай хотя бы попробуем. И, соответственно, вот ты решаешь отойти на время от своей сюжетной линии и пойти там собрать ингредиенты для этого поушена, дать посмотреть, что будет, или забить и идти по своим делам. Ведьмачьи эликсиры не годятся для людей. Она все равно умрет. Да, тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, и что-то пойдет не так, вся деревня будет слышать ее вой. Понимаю. Делай, как знаешь. Дальше ты отправляешься к охотнику, который видел, как этот грифон растерзал патруль Нильфгарда. Вы там вместе, мило беседуя, претесь куда надо. Попутно выясняется неприятная подробность, что он, как это сейчас модно, гей, но поскольку это ведьмак и суровые северные народы, то никакой драгонейчевщины из этого не следует. Наоборот, показывают, что вот, в общем-то, в те времена с такими делали. Сын помещика Флориан и я любили друг друга. Дитер застал нас на конюшнях. Меня выгнали, а Флориан повесился. Барин начал пить, имение пришло в упадок.
Вот и вся история. Находишь в результате там вот этих солдат растерзанных, начинаешь там расследование, смотреть своим ведьмачьим чувством, восстанавливаешь, откуда они пришли. В результате забредаешь в логово этого Грифона, где видишь там его мертвую самку. Изучаешь там труп, да, как любит ведьмак делать. Кстати, очень забавно, как он всегда сам с собой говорит. Это даже в одном квесте высмеивается. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. В общем, сведя все вместе, понимаешь, что нильфгардцы на самом деле убили его самку, поэтому Грифон такой свирепый и всех уничтожает в округе. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нильфгардцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Дальше отправляешься советоваться с Весемиром. Вместе решаете, где поставить приманку, там запасаетесь зельями и отправляетесь на место расставлять ловушку, после чего стережете этого Грифона прям до утра. И когда он наконец появляется, начинается просто адреналиновый экшен. Весемир по такому случаю вручает Геральту арбалет. Это новая механика, на которую многие хардкорные фанаты ругаются. Все, наверное, думали, как же у Геральта появился арбалет. Это очень просто. Весемир накануне охоты на Грифона по пьяни его выиграл. Арбалетом, собственно, ты сбиваешь этого Грифона на землю и начинаешь мочить, что есть мочи. Опять же, он там посреди битвы взмывает воздух, куда-то начинает сматываться. Ты там сначала бежишь, пытаешься его догнаться, потом соображаешь, что нужно вызвать лошадь, там, прыгаешь на нее, мчишься за ним. Ну, то есть, даже в битвах с боссом чувство вот этого открытого мира, оно на месте. Несмотря на то, что локации, да, заранее там все определены, все равно тот сам факт, то, что ты часть карты несешься за ним, он нереально вставляет и поддерживает вот это чувство приключения и целостности мира. Ну и после того, как Грифон повержен, Геральт выковыривает из него разные полезные органы, мутагены, а самое главное, отпиливает голову и вешает на лошадь в качестве трофея, и после этого с гордо поднятой головой едет среди селян. Ну и, в общем, все это по атмосфере безумно круто. Это такое прям вот сельское приключение дорожное, такой сельский детектив. Я вот за это очень любил первого Ведьмака, его начало, потому что вот до того, как ты до Визимы добираешься, там происходит куча всего интересного. Ты там садишься бухать с фермером, тот по пьяни просит тебя сходить, разобраться с проблемами на поле. Ты там пьяный идешь разбираться в его огород, там вылезает цветок-убийца. Происходят вот такие действительно сельские приключения. И мне первая часть безумно этим нравилась, и вот в Ведьмаке 3 это есть. Говори, зачем пришел? Я выполнил уговор, теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Ну и на этом месте я, наверное, окончательно влюбился в Ведьмака 3. Ну, во-первых, валить Грифона было дико весело и адреналиново, а во-вторых, сразу после этого выяснилось, что вот эта вся первая локация, вот это вот и было вступление. То есть, несмотря на то, что у меня не было ощущения, что я еще не в полноценном открытом мире, это была такая вот тренировочная база, где тебе объясняли все базовые механики, как что делать, как там с инвентарем поступать, как прокачиваться, как в диалогах поступать, как торговать, как с кузнецами общаться, какие типы заданий, да, там есть в открытом мире. Все это вот просто туториал. По сути, большой, а ты уже в игре провел там 4 часа из разряда. Это вот эти 4 часа были вместо тех вот 30 минут Ведьмака 2, да, со всем этим сражением. Уж теперь тебя в деревне полюбят. Уж теперь любись они все в жопу. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. И только после вот этого размеренного вступления начинается, собственно, сюжет. Геральт наконец-таки встречается с Йеннифер. Вместе они едут на аудиенцию к Эмгиру. И тут опять же Ведьмак удивляет, потому что вместо того, чтобы показать роли, где просто там Геральт пришел к императору и получил задание, они творят совершенно очень чумовую сцену, где Геральта пытаются превратить в нормального человека, заставляют его побриться.
Кстати, важный факт. Теперь у Геральта борода растет в реальном времени. То есть после того, как вы побрились, Геральт в реальном времени начинает зарастать. Ну, правда, до определенного момента. Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нильфгаарде борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись вши. И вот во время этой прекрасной процедуры и происходит, собственно, генерация сейвов Witcher 2. Состоится такой неформальный допрос, где Геральт ответит на ряд вопросов, и тем самым вы там восстановите все события. За кого вы там были? За Роше или за Йорвита? Убили ли Лето? Ну и так далее. Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны некоего Ариана. Фольтест приказал нам очистить дорогу. Парень подвернулся под руку. О, убийство наследника Лавалетов не произвело на тебя впечатления. Впрочем, если тебя называют убийцей королей, то какое значение может иметь какой-то там барон? Ну, а после всего этого Геральта еще заставляют одеть приличную одежду, учат его кланяться императору. Причем это все действительно завязано на геймплее. Ты сам выбираешь, какую одежду тебе надеть. В диалогах тебя заставляют там вспомнить, как же правильно кланяться перед императором. Что ж, движением недостает плавности и грации. Но от Нордлинга обычно ожидают меньшего. Вокруг, опять же, сходу тебе прорисовывают кучу бэкграунда. Все в Изиме обсуждают политическую ситуацию, как идут дела на фронте, что вот Новиград, последний там независимый город, что будет с ним. При этом еще там краем глаза ты замечаешь, что каменщики в тронном зале кирками выковыривают герб Тимерии. Ну, то есть заехали новые хозяева, делают ремонт. Ты знаешь, с кем говоришь, солдат? Я, Эривард II, князь Эландера. Мало того, что он держит меня здесь как какого-то просителя, так еще и в чьей компании? Грабельщика! Гробовщика? Мастера гильдии гробовщиков? Да какая разница? Кстати, интересный момент, то что Визима представлено в игре только дворцом. В первой игре вы там были, в третьей игре вот этого полноценного города не будет. То есть, выбрав Визиму на карте, мы можем только во дворец переместиться. Еще такая же история с Каэр Морханом, который далеко слишком находится от основного места действия игры, поэтому в него только можно фаст-тревелить. Им гриме айп арт херзер, дейтвин аден инкарн айп морвуд, Эмгир вар эмрейс. Когда ты приходишь, наконец, к императору, тебе его слуги говорят: эй, чувак, давай, кланяйся. И ты выбираешь все-таки, поклониться ему или не стоит. Появились, кстати, диалоги на время, надо иногда быстро принимать решения. Столько месяцев при дворе Фольтеста, а даже основ этикета не освоил. Ну, есть поговорка. Старого пса новым фокусом не научишь. Ну и в итоге Имгир, наконец, посвящает нас в основную сюжетную завязку, сюжетную линию Ведьмака 3-го. Те, кто читал книги, примерно догадываются. Цири вернулась. Это его дочка, одновременно ученица Геральта, ведьмачка, наделенная особой силой, за которой гонится дикая охота. И, в общем-то, Имгир ищет ее для одного важного дела. Ну а Йеннифер помогает ему. Ты видел, что произошло? Цири может оказаться даже более опасной, чем дикая охота. Всадники дикой охоты узнают, что я ее нашел, и нападут на нас. Я хочу, чтобы ты помогла отбить их. Известно, что Цири видели в двух местах, что это в Велине и Новиграде, последнем независимом городе, о котором все говорят, когда же он там падет или вступит в конфликт. Также выясняется, что в Новиграде живет Трис Мэригольд, и тут сходу прям образуется любовный треугольник, потому что Геральту вернулась память, и сходу назревает вот такой любовный конфликт между Йеннифер и Трис. Попутно тебе посол Нильфгарда из Новиграда рассказывает политическую ситуацию, кто с кем поссорился, где прошли последние крупные битвы, что линия фронта проходит по Пантару, что вот в Велине, который ты собираешься. Ну и заодно там объяснять, что произошло со времен второй части. В этом краю никогда не было молочных рек с кисельными берегами, а теперь он захлебнулся в крови. Войска прошли через него несколько раз, вытоптали поля, ограбили амбары, сожгли деревни. Начался голод. Понятно. И как у вас получается управлять этим раем на земле?
Не очень, честно говоря. Ну и, наверное, вот именно в этот момент я понял, что все, Witcher 3 меня окончательно захватил, потому что наряду вот с этим прекрасным, уютным, открытым миром, здесь все в порядке с сюжетом, потрясающе написаны диалоги, их очень много, в них реально книжная атмосфера, очень много шуток, и даже актеры русской локализации, мне кажется, вот в этот момент прям стали особенно стараться, потому что весь этот эпизод очень круто озвучен. Ну и, в общем, в полном восторге отправился я на новую локацию. Ну и там, естественно, вся концепция получает развитие. Во-первых, это очень сильно другая локация, гораздо более злая. Там только что была грандиозная битва, везде какие-то обломки осадных орудий, останки лагерей, куча трупов. Есть там даже квест на сжигание братских могил. В общем, такой прям мрачняк начинается. Вместе с тем становится гораздо больше врагов, мест для изучения. Появляются новые какие-то простенькие задания в открытом мире, вроде «переверни кучу тотемов». Готово. Добрые боги мне тебя послали. Есть теперь кому у нас часовенки чинить. К транспорту добавляется еще и лодка, которая, совершенно чумовая, на ней очень приятно плавать. Ну и в целом лодки — это очень крутое дополнение к открытому миру, очень развивают дзен, потому что ты реально такой садишься на лодочку, начинаешь плыть, ловишь ветерок. Пока плывешь, погода меняется, плюс добавляется дух приключений, потому что ты там на каком-нибудь островке высаживаешься, клад обнаруживаешь случайно. Ну и вообще с водой достаточно достойно все сделали. Тут есть и большая вода, в которой водятся те же утопцы, и затопленные корабли, в которые нужно нырять там за сокровищами. Ну, в общем, все так, как, наверное, многие себе представляли. Со временем еще появляются гонки на лошадях, но, в общем, открытый мир, он с каждой локацией расширяется. Погоди, ведьмак, мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в Гвинт играть умеешь? Нет, и у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Новым развлечением в кабаках, ну и вообще повсюду по стране является Гвинт. Это карточная игра, аналог Magic the Gathering. Она, в принципе, была в книгах, но вот только к третьей части отважились CD Projekt сделать такую большую игру в игре. Это действительно полноценная карточная игра с своими правилами. Также нужно собирать колоду, причем даже 4 колоды за каждую из фракций. Нильфгард, Скаэтелли, Королевство Севера и монстры. У каждой колоды есть свой лидер, персонаж обязательной игры. Бой проходит достаточно необычным образом. У тебя есть карты, которые ты ставишь на передовую. Это воины, есть лучники, они посередине. Есть осадные орудия, которые находятся сзади. У них, естественно, есть там различные параметры, дамаг. Но дальше начинается интересное, потому что, конечно же, помимо карт с кричами, есть различные магии и состояния. То есть, выложив карту дождя, там можно, не знаю, залить всех лучников. Их дамаг там снизится до единицы. Можно какой-то из фронтов заморозить. А у другого игрока, соответственно, может быть карта солнца, которая все это растопит, все тучи разгонит. Оно достаточно необычно, достаточно просто по правилам. Но не сказать, что прям очень сильно захватывает, как, например, Hearthstone тот же. При этом, конечно же, в игре куча персонажей, с которыми можно поиграть, даже чего-то добиться, да, в процессе. И будет большой турнир в Новиграде. Постоянно персонажи упоминают, с кем тебе нужно поиграть там в следующем селении. Так же, как с костями было во второй части. Ну, в общем, к вопросу подошли серьезно, а играть или нет, там уж каждый сам решит. Что такое, сука? Он колдует! Этот ублюдок колдует! Самое неприятное, гораздо злее становятся враги. Ну и, в общем-то, быстро становится понятно, что ничего нового здесь CD Projekt не придумали. Если вы пытаетесь зайти в какую-то локацию раньше времени, то там на вас вылезает очень кто-нибудь свирепый и быстро дает вам люлей. Если он там серьезно превосходит по уровню, но не совсем серьезно, то, в принципе, его можно убить. В большинстве случаев ясно дают понять, куда соваться не стоит. При этом, если ты идешь по сюжету, да, куда ты едешь, куда тебе надо и можно, никаких проблем особых нет. Ну и таким же образом CD Projekt закрывает не только там территории, да, на которые ты можешь прийти, но ты, в принципе, от сильных врагов здесь можешь убежать. Открытый мир. Они таким же образом закрывают квесты. То есть в реальности там пойти можно куда угодно, но делать там нечего. Поэтому лучше спокойно так, постепенно поглощать мир, следуя сюжетной линии и выполняя сайд-квесты. Ну, в общем, в принципе, как всегда, все.
Примерно вот к этому же моменту раскачивается окончательно боевая система, когда уже и враги действительно попадаются интересные, которые требуют особого подхода. И у тебя есть более-менее понимание, как действовать, как уворачиваться, когда там врагов много на экране, как сражаться. И тут вот чисто геймплейно Ведьмак начинает нереально переть, потому что все более-менее такие масштабные сражения, где на тебя много человек накидывается, они превращаются просто в феерию красивых движений, стильных добиваний. Бошки и руки отлетают там в разные стороны. В игре действительно очень такая впечатляющая расчлененка. Вообще никак не ставили никаких явно барьеров. Пилятся как люди, так и монстры, и все очень-очень красиво. На отдельных врагах камера там как-нибудь красиво фокусируется. Когда ты несешься на лошади, с лошади тоже можно атаковать. Это нифига не просто, достаточно коряво сделано. И сделано это явно специально. Нужно приноровиться, чтобы успешно атаковать с лошади. Но когда ты это сделаешь, заучишь тайминги, будут получаться очень красивые сцены, когда Геральт, там, несясь на лошади, просто так поддевает голову врагу. Но, к сожалению, все равно большую часть времени что-то не срабатывает, он промазывает. И зачастую это выглядит очень нелепо, когда Геральт просто ездит вокруг врагов и пытается по ним попасть. Зато когда попадает, очень-очень все красиво, с фонтанами крови и прочей красотищей. С лошадью все легко, вызвал, сел, поехал. Управляется примерно как в Red Dead Redemption. Автоматически подстраивается под скорость NPC. Устает. Ну, собственно, с лошадью важно следить за количеством ее энергии и ее тревогой. Потому что если вокруг много разных тварей, то она вас просто скинет в гущу противников и будет больно. Ну и по-прежнему все как всегда. У Геральта два меча. Один железный, другой серебряный. Один для людей, другой для монстров. Ну и, в общем, вся боевая система строится на правильном применении своего оружия, своих способностей и на уклонении. Ну, то есть это та игра, где тебе нужно знать своего героя, владеть им и, в общем, грамотно пользоваться всеми способностями. Это очень легко, на самом деле. Не знаю, может быть, потому что это уже третья игра. Кажется все родным абсолютно. То есть ты такой, ага, сейчас я вас запалю, вот здесь я ловушечку поставлю магическую, всех замедлю. Этих врагов, там, поскольку их много, лучше часть отбрасывать, да, там, куда-нибудь. Очень все это интуитивно получается. Но вообще игра там уже без всяких громогласных заявлений действительно взрослая. Ведьмак с первой части пиарили, что это пипец взрослая игра, что там женщин можно соблазнять, но в первой части это все вообще на уровне студенчества было и отвратительно сделано. Во второй уже как бы повзрослее, в том числе, что касается там сценок, связанных с противоположным полом. В Ведьмаке 3, ну, все уже совсем по-взрослому. Кровища, отрубленные конечности, матерящийся, кстати, Геральт. Как вы, блядь, не научитесь? Повешенные трупы на деревьях, ну и вообще в целом такая более темная атмосфера местами. Хрен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили, вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам, что они гнева Божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине задохнулось. Что, не боишься гнева Божьего? Не боишься, сука? Очень круто передана вообще тема с ведьмаками, то, что на самом деле их далеко не все любят, что очень многие их боятся, что они зачастую неправильно поступают, преследуя там свои какие-то цели. Герои, если пробуют защитить там кого-то в таверне и при этом разрубают всех на части, то не факт, что вот тот, кто был в беде, он будет от этого счастлив. И эту тему они очень круто обыгрывают, причем не один раз. И где-то, опять же, очень круто играют именно с тобой, с игроком. Я вот до сих пор помню ситуацию, когда приехал в Велен, добрался до нужного трактира в нужной деревне, туда неожиданно завалила там какая-то гопота. Ну и я понимаю, что сейчас опять будут неприятности, битва какая-то, попытался, да, там конфликт уладить. Сказал, ребят, давайте просто выпьем. Они там что-то побычили, ну, в результате мы там с ним побухали. Бармен сказал такой, спасибо, что решил с ними не драться. Сэкономил много нервов всем. А я после этого стою такой посреди таверны, слушаю, о чем эти гопники говорят, и понимаю, что, ну, вот они вот просто дикие мрази. Вхожу в халупу, а там мужик стоит с сыном. Вот ладный хлопчик, думаю. А дочку, должно быть, спрятал.
Всегда их успевают запрятать, сучьи дети. Дурень-то думал, что меня перехитрил. А что, нет? А я мелкого говнюка резанул так, аж юшка из носа пошла. Ну и, в общем, достаю меч, начинаю их рубить. Естественно, игра все это учитывает. Вдруг оказывается, что у них на улице были дружки. Один там другому говорит, что-то наших давно нет, иди проверь. Ты такой сидишь в этой таверне, ждешь, когда там к тебе придет новый чувак. В общем, в результате всех мочишь, такой вот по велению собственного сердца. Выслушиваешь недовольство хозяина таверны, которого теперь будут неприятности из-за этого. Но в целом ты выходишь с таким чувством восторжествовавшей справедливости и совершенно при этом не подозреваешь, что через некоторое время тебе это ой как аукнется. Потому что окажется, что ты там перебил людей барона местного. Тебе к этому барону нужно по сюжету, потому что он видел Цири. И когда ты к нему приедешь в поселение, все уже будут знать, что ты зарубил там их ребят. Женщины с детьми будут прятаться в дома и говорить: тихо, тихо, идет этот самый вот мясник, который убил наших. Стража запрет ворота, не будет тебя пускать. Тебе придется там идти по другой ветке, по подсказке пожилого дедушки, искать пещеру, в которой можно занырнуть, вынырнуть посреди поселения. Ну, то есть реально вот такое простое, но абсолютно неочевидное решение спустя какое-то время полностью меняет ход квеста, на который ты шел. Прям очень-очень круто. Знаешь, что будет, как барон разузнает об этом побоище? Вырежет всю округу. Никто про чужака-мутанта слова сказать не успеет. Барон цацкаться не станет. Успокойся, твой барон не идиот. Не подумает же он, что мужики голыми руками положили его людей. Ну и для особо жаждущих, да, за Цири можно поиграть. Она появляется в флешбеках примерно тогда же, когда барон начинает рассказывать, там, что произошло с Цири, мы играем за нее. В плане боевки она сильно отличается от Геральта, она дико быстрая, у нее не так много приемов, но зато она молниеносно стрейфится. Ну и постепенно, когда мы будем узнавать ее историю, ассортимент ее способностей, он будет расширяться. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Чтоб меня. Она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр-Морхене. Многое изменилось. С прокачкой и прочим все, в принципе, осталось на месте, за исключением того, что систему так расширили. Игра теперь в открытом мире огромная, и очков опыта будем получать дофига. Ну, соответственно, нужно, чтобы было куда их тратить. Ну и, в общем, все разделяется, как всегда, на кучу направлений: на боевку, на магию, на алхимию, на специальные способности, на мутагены. В обращении с оружием 5 направлений: быстрая атака, медленная, но мощная атака. Также качается защита, в результате Геральт там учится отбивать стрелы, опять же, как джедай. Потом идет владение арбалетом и так называемый боевой транс, который позволяет получать адреналин, который увеличивает количество повреждений. Со знаками все более интересно. Их по-прежнему 5. Арт — это телекинез, Игни — огонь, Ирден — это магическая ловушка, которая замедляет врагов, Квен — магический щит, и Акси, который позволяет внушать разное людям и делать там врагов на время своими союзниками. Я вам ничего не сделал. Успокойся. Правда, ничего не сделал. Уже с чарами лезет, сукин сын. Хватай его! У каждого знака несколько направлений прокачки, как мощности, так и его особенностей. Самое важное — это то, что теперь есть второе состояние знака. Тот же арт, он по умолчанию такой пуш-джедайский. Во втором значении он там менее дальнобойный, но зато раскидывает врагов на все 360 градусов. С игнием обратное. Если по умолчанию он широко бьет огнем, то во втором состоянии он сфокусирован на одном враге и выдает такую струю пламени. Магическая ловушка по умолчанию широкая, но всего лишь замедляет врага. Во втором состоянии площадь, на которую нужно заманить противника, меньше, но зато она его полностью замораживает. Знак Квен получает возможность взрываться и там поражать противников. Или поглощать не один удар, а несколько, и все время висеть на Геральте, защищать его, пока у него есть энергия. В общем, они постарались сделать так, что второе состояние знака не просто более мощное, оно тактически несколько иначе применяется. Это очень круто.
В алхимии все по-прежнему. Создание различных зелий, масел, бомб и различных мутаций. Ну, для тех, кто не знает, ведьмаки, они постоянно ширяются различными напитками. И чем больше ты напитков употребляешь, тем больше там интоксикация. И у персонажа есть там определенный порог. И качая соответствующие направления, можно повышать резистентность. Ну, с маслами все понятно, можно травить оружие и повышаются шансы эффективного отравления противника. Различные бомбы применяются в бою как по площади против сразу нескольких монстров, так и для того, чтобы закрывать различные дырки, из которых они лезут. Кстати, довольно крутое нововведение в боевой системе, то, что вокруг теперь есть разные предметы, которые могут как помочь, так и помешать в бою. Случайно можно задеть пчелиный улей, и они на тебя набросятся. Можно поджечь игнием там бочку, и она взорвется, унеся с собой реально опасного противника. Если на болотах происходит драка, то там есть всякие испарения, которые можно поджечь. В каких-то тесных помещениях они сделали частичную разрушаемость, что действительно прикольно выглядит. Когда ты там дерешься в пещере, сталактиты разные ломаются, причем это подчас очень эффектно выглядит. Выходит на тебя там какая-то горгулья, кидает в тебя камень, промазывает, попадает в этот сталактит. Он рушится, там то же самое, когда ты способности применяешь. Прикольно это все выглядит. Еще в прокачке есть отдельно стоящее от этого просто умение. Одно там позволяет серьезно увеличить запас здоровья, другое увеличивает восстановление здоровья днем, третье там увеличивает порог интоксикации, четвертое качает арбалеты, пятое позволяет лучше носить легкие доспехи, другое там средние доспехи, тяжелые. Ну, суть в том, что вот эти дополнительные умения — это настройка персонажа под конкретный стиль игры. То есть, если вы предпочитаете там много уклоняться и быстро бить, то качаете одно, соответственно, носите легкие доспехи. Если там предпочитаете более тяжеловесный стиль, соответственно, обыгрываете все по-другому и собираете себе соответствующий сет доспехов. Доспехи, как и оружие, как и раньше, можно апгрейдить. Для этого нужно собирать кучу материалов, чертежи. Кузнец все сделает за отдельную плату. Опять же, там постоянно тебе в разных квестах выпадает какая-то дополнительная информация, где какой чертеж найти. Иногда там за ним надо черти куда сплавать, на острова. Что-то можно выковать в какой-то там отдельной специальной кузнице. Ну, в общем, как всегда. Но оружие на заказ ты тоже делаешь? А шлюхи за деньги в рот берут? Ну, ясное дело. Ну, еще, конечно же, есть мутагены, которые выпадают из особо сложных противников. Суть в том, что всего умений очень-очень много. Качать всегда будет чего, потому что у каждого там направления есть по 3-5 прокачек. Но тут есть один очень-очень важный момент. Можно обкачаться хоть до усрачки. Все-таки игра в открытом мире, кто-то будет гриндить и так далее. Поэтому, в общем, CD Projekt подумали и решили так вот красиво поступить и ограничили количество слотов умений, которые Геральт одновременно может задействовать. То есть вы можете там в любой момент пересобирать конфиг, какие умения Геральт будет применять. С точки зрения такой человеческой логики бред полный, но с точки зрения геймдизайна, ну, очевидно, что это такой вот способ избежать перекачанного Геральта в мире игры. Наверняка найдутся люди, которые обойдут вообще всю карту, и что потом просто будет Геральт-терминатор. Ну, вот они, видимо, так избежали этой проблемы. Может быть, не очень красиво, но тем не менее. Всего у Геральта, говорят, будет 60 уровней, то есть дофигища. Также известно, что можно не заморачиваться, проходить все сайд-квесты, да, там по пути. Можно закончить всю сюжетную ветку и после титров вернуться в открытый мир и сделать все, что ты не сделал. Но, говорю, главное в Витчере не заморачиваться, мне кажется, на этом, потому что в игре очень классная, да, перетекающая в друг другу система квестов. Когда, проходя основной квест, ты вдруг получаешь ответвление неожиданно и сам решаешь, идти дальше там по основному квесту или заняться этим ответвлением. И когда те же сайд-квесты вдруг неожиданно влияют на основной квест, как с тем же Бароном. Поэтому мой главный совет во время прохождения — делать то, что нравится. Не специально защищать открытый мир, а вот просто включить и наслаждаться своим приключением, куда тебя заведет нелегкое. Что произойдет, то произойдет. В принципе, говорю, игра очень круто с этим справляется, с тем, чтобы тебя провести по самому интересному своему контенту, и чтобы ты даже не почувствовал, что тебя куда-то направляли. Оно естественно получается. Пришел куда-то, что-то там сунул свой нос, вскрыл
подземелье, получил квест и понеслось. Погубайте, Габриэль! Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Ну, а в общем и целом вся ролевая система, по-моему, отличная. Просто надстройка над тем, что было. В открытом мире работает еще интереснее. Это же касается и боевой системы, потому что раньше, да, ну, в Ведьмаке была примерно такая же боевая система, но помещенная вот в этот открытый мир, она играет совершенно новыми красками. Ну, во-первых, потому что в большинстве случаев тебе есть куда отступить. Все-таки, да, там в Ведьмаке 2, даже когда ты шел по лесу, ты шел по трубе. Здесь совершенно другое впечатление. Ты там едешь на этой лошади, на тебя неожиданно нападают местные арахниды, скорпионы, своим жалом тебя там с этой лошади сбивают. Вы начинаете драться, но при этом у тебя там всегда есть возможность убежать куда-нибудь. Открытый мир — это вот не механика, а способ устроить приключения и рассказать по-другому истории. Какие-то истории там игра сама генерит, какие-то выдает умелая режиссура. Но главное, что во всем этом не чувствуется схематичности, только если вот не брать то, что за знаками вопроса находится. Очень все красиво перетекает одно в другое, и чувство роуд-трипа, оно в этой игре не покидает ни на секунду. Главное, то, что тебя игра постоянно удивляет. Ты приходишь на новый квест, на новую локацию, ты что-то для себя новое находишь. Попал там в пещеры с Кейрой Мец, бродишь, исследуешь, ныряешь в подводные туннели, находишь там разные клады, решаешь головоломки, сталкиваешься там с неожиданными противниками. Куда бы ты ни пошел, тебя вот ждет какой-то отдельный новый экспириенс, новый тип приключения. Кажется, это ласточка. Идем. Думаешь, это безопасно? Конечно. Эльфский чародей готовил этот проход для Цири. Ну, иди. В общем, я в восторге, мне очень понравилось, я безумно жду возможности наконец-таки пройти эту игру. Пока вот по этим 12 часам я лично успокоился, я понял, что открытый мир действительно крутой, я понял, что мне очень нравится боевая система, мне безумно нравится, как эта игра написана, какая в ней атмосфера, я полностью погрузился и вот прям ненавидел тот момент, когда меня вырвали из нее. Ну а финальная оценка будет зависеть от того, как вот все-таки сбалансируют в глобальном смысле открытый мир и сюжет вот с этими всеми ограничениями по высокоуровневым персонажам, которые тебе там люлей дают. Как это будет все-таки вот на длинной перспективе играться, насколько там достанут эти знаки вопроса. Ну, я, в принципе, думаю, что даже если достанут, всегда можно идти по сюжету и наслаждаться им. Ну и совершенно точно, я думаю, оценка будет между 9 и 10. Ну, Ведьмак 3 — это вообще такая игра в нашей стране, которую почти каждый купит, независимо там от превью и обзоров. Так уж повелось, Ведьмака у нас любят. Ну, поэтому единственное, вот, что я могу сказать тем, кто еще переживает за качество проекта, не стоит этого делать. Действительно, игра выглядит очень вылизанной. На тот момент, когда мы играли, были еще некоторые баги, но уже совсем не критичные. На 980-м GeForce она выдавала, в принципе, большую часть времени 60 FPS, что, собственно, можно увидеть по футажу. Ну а как там дела в финале на консолях, узнаем тоже в ближайшее время. В любом случае, это не последний сюжет о Ведьмаке, будут еще сюрпризы. В общем, беспокоиться реально не стоит. Это дико залипная, уютная, прекрасная, очень красивая, атмосферная игра, в которой, ну, лично я утонул прям на несколько дней и, более того, с нетерпением жду этого момента. Несмотря на то, что уже отыграл 12 часов, это вот самое отвратительное в моей работе. Заново все это нужно будет проходить. Самое ожидаемое РПГ последних лет почти с нами. Нам надо встретиться как можно скорее. Мы отметим это событие 3 сюжетами. За последнее я лично ручаюсь. Любуйся на несуществующее. Сперва мы отправимся в Польшу на грандиозную презентацию 3-го Ведьмака. Возьми, сыночек, на дорогу.
Затем расскажем впечатления от 12 часов игры в финальную версию. Что? Я на это и рассчитывал. Ну а потом будет нечто интересное. Пожалуй, достаточно. Подпишитесь, чтобы увидеть это первыми. Премьерный показ на канале Twitch TV. Я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Угадал. Это любовь.